Привет, ты на канале Мир это просто, меня по-прежнему зовут Алексей Борода. У нас сегодня два замечательных мужчины, Григорий, Валерий. У нас сегодня речь пойдет, мы хотели сначала только снять про Benelli M2, как она, Валерий? Speed. Вот, про нее. Но у нас добавилось еще две Benelli. Сейчас постреляем, дальше у нас замечательный мужчина расскажет много интересных историй про эти ружья. Поехали. Иди сюда, мой сладкий. В общем, когда это оружие полуавтоматическое пришло в спорт, то заряжали вот так вот по одному. То есть брали по одному и вот таким образом заряжали. Но спортсмены, им же нужно все быстро делать, поэтому ребята проходили несколько вариантов перезарядки. Такие были колчаны со спидлоудерами, и которые заряжали сразу по 5, по 6, там, по 10. Вот. Но в 2009 году, я чуть попозже об этом скажу, на чемпионат Европы приехали два немца, которые придумали паучеры на груди, вот, брали по 2 и заряжали по 2. Уже на следующий чемпионат пришли парни с длинными пальцами и заряжали по 4. И на данный момент зарядка по 4 – это самый быстрый в мире способ зарядить оружие. Ну, в общем, так, в общих чертах. Ну, мы сегодня рассматриваем линейку Benelli. Хедлайнер у нас Benelli M2 Speed X. Также у нас представлены Benelli Super Sport и Benelli M2, ну, в первой модификации своей. Benelli — это очень старая оружейная компания с огромной историей, с невероятным инженерным опытом, который они воплотили в своих наработках и как систем отдачи, так и полуавтоматов и двухствольных ружей. То есть они специализировались сначала только на гладких образцах, а затем и на нарезных, всем известный там карабин Benelli Argo, вот, нарезной полуавтомат. Так вот, история М2 заключалась в том, что, ну, как мы все-таки спортсмены, мы миряне, спортсмены или охотники, которые применяли это оружие, значит, они уважали это оружие за то, что оно с инженерной точки зрения исполнено, ну, практически идеально. Оно скорострельно, оно точно, оно надежно и исполнено всегда, ну, на очень высоком уровне. За это Benelli любит. Вот. И через какое-то время, буквально вот в осязаемые там в 2000-е, когда начали плодиться и размножаться компании, которые занимаются тюнингом, выяснилось, что M2, на Benelli M2 есть такое невероятное количество различного тюнинга, что когда ты забиваешь в поисковике в интернете Benelli M2, то сама компания Benelli уже не на первых местах давно, а вот именно кастомные компании. И инженеры задумались, как бы, ну, почему так? Значит, сегодня у нас на обзоре линейка Benelli. Основной, значит, у нас сегодня это M2 Speed модель. Предыдущая ее модель это M2. Это мое предыдущее ружье. Эти ружья предназначены, в общем-то, для охоты, но спортсмены их очень активно используют, о чем говорил Григорий в предыдущем своем монологе. Значит, это ружье до спорта было немножко доработано, данное ружье. То есть здесь была поставлена увеличенная кнопка сброса и ручка взвода затвора. То есть предыдущие в оригинальной модели было вот так вот, как на этой модели. То есть маленькая кнопочка, чтобы было совсем удобно. И маленькая ручка взвода затвора, что тоже не позволяло, как бы, не глядя, быстро перезарядиться. Вот, но инженеры Benelli, значит, по хотелкам спортсменов пошли еще дальше. Значит, в базе они поставили кнопку увеличенную
Причем она стала двухсторонняя. Она как нажимается в эту сторону, так и позволяет отжать эту кнопку от ствольной коробки, что позволяет быстро разрядить магазин. Поставили сразу увеличенную ручку взвода затвора. Доработали спусковую скобу. Такой сделал лоточек для удобства зарядки, чего не было на предыдущей модели. Сделали увеличенное окно зарядки, для того, чтобы было удобнее заряжаться спортсменам. То есть вот такие сделали в базе сразу. Ну, на этом я все равно не остановился и решил немножко еще доработать. Значит, на эту модель было поставлено цевье российского производства. Был поставлен телескопический магазин, тоже российского производства. И был поставлен укороченный приклад, тоже российского производства, с измененным углом затыльника, что позволяет спортсменам удобнее держать это ружье во вкладке и стрелять позволяет, ну, тоже более удобно. Но это вот если вкратце. Значит, в связи с тем, что настрел огромный и про выстрел спортсмен знает кратно больше охотника, Бенелли акцентировал свое внимание именно на производстве, производстве еще одной модели. То есть М2 также производится, М1, М3, М4, они точно так же на рынке действуют, но они стали выпускать вот эти линейки М2 Speed, а именно как бы спортивная линейка оружия у них получилась, именно для практической стрельбы. Вот. Огромное количество технологичных фичей они провели здесь, в том числе это ружье славится звуком зарядки своим. Этот звук достигается не только за счет того, что как гильза скользит по лотку и по подствольному магазину, но и здесь огромную роль влияет покрытие этого изнутри, покрытие подствольного магазина, которое увеличивает скорость, то есть скольжение латунной и пластиковой гильзы внутри. То есть она позволяет практически без усилий заталкивать эту четверку, что позволяет спортсмену сэкономить вот эти сотые доли секунды и выиграть свой заветный трофей. Бенелли М2 прочно занимает лидирующее место в практической стрельбе по применению спортсменами. У нас в России очень сильные спортсмены по практической стрельбе. Они чемпионы мира, неоднократные чемпионы мира. Они позволяют, и вот это ружье позволяет им как раз занимать эти места, и в том числе в помпе, то есть ребята наши впереди планеты всей. И еще раз подчеркну, что как раз это ружье позволяет им это делать. Удобство. И смотри, здесь спусковой крючок модернизированный. Это позже. Да. Понятно, Потом... Мне больше вот это даже интересно. Оно вот между этими, оно где? Потому что это даже называют, понятно, это спид, там все. Нет, эти одноклассники, а это совсем другой класс. Это high-end вообще. Это нет. Ага, Смотрите, вот эти ружья, допустим, вот это ружье стоит 165 тысяч, стоило до... Вот. В этот момент это ружье стоило 280. 280. Да, и если, например, вот это ружье сейчас, например, стоило 300 стоит, то вот это будет стоить 400 плюс. То есть здесь гарантированная гарантия от Бенелли 500 тысяч выстрелов. О, круто. Просто это гарантия, а в миллион он стрельнет как здрасте. Давайте, вот есть два вида спорта, скажем так, не два, а вообще как бы. Это спортинг, так называемая стрельба по тарелочкам, и практическая стрельба. То есть два вот этих ружья применяются для практической стрельбы. Ружье Бенелли Суперспорт может применяться как для охоты, так и для спортинга. То есть стрельбы по тарелочкам. О чем здесь написано? Бенелли Суперспорт. Ну, это, скажем так, линейка Бенелли М2 это очень простые ружья. А Бенелли Суперспорт это, скажем так, Кадиллак по сравнению с М2.
Но, тем не менее, это все оружия линейки Бинелли очень надежные, настрел огромный и позволяет просто владельцу радоваться жизни и владению данным оружием. Ну, я расскажу вам сейчас, почему я остановил свой выбор на Benelli M2. Я очень знаю много про это оружие, потому что я стрелок, достаточно долго я стреляю, и часто на стрельбищах я вижу этот образец, он очень универсальный с точки зрения применения, да, то есть это оружие можно применять и на стрельбище, и в охоте. Охота бывает разная, здесь много адептов, те, кто говорят, что нужно охотиться только с двухстволки или там только с полуавтоматов. Ну, ребята, охота у каждого разная, я как бы директор охотничьего хозяйства, и моя задача не созидать зверя, а не убивать его, и поэтому вот это оружие очень подходит мне, для моих задач, целей и задач. Это универсальное оружие, оно скорострельное, оно хваткое. Benelli M2 на любую руку. То есть, если у меня длинные руки, и мне оно будет хватка очень хорошо вкладываться, и стрелку с короткими руками оно точно так же подойдет, и будет для него комфортно и удобно. И самое главное, быстрая вскидка позволит достаточно быстро совершить выстрел от пояса, то есть так называемый выстрел навскидку. Вот. Оружие очень удобное, оно как в базе, это как конструктор, его можно модернизировать практически бесконечное количество раз. Повторюсь, что при вот эти все фишки, которые здесь реализованы, это оружие достаточно надежно, в отличие от других образцов. То есть в наши зимы, в наши весна, да, это надежно, и снег не забивает их, и позволяет делать как автомат Калашникова, очень надежный выстрел. Вот, именно поэтому я выбрал это оружие. Значит, на стрельбище я стреляю практическую стрельбу, на охоте с этого ружья стреляны и лоси, и кабаны, и косули, и все прекрасно. Пуля из этого оружия летит абсолютно стабильно и прогнозируемо до 100 метров. Это прям гарантированно. А дальше уже можно варианты. И второй образец у нас сегодня представлен. Это мое ружье. Это Benelli Super Sport. Значит, отличительная особенность — это карбоновые ложи и приклад, под карбон исполненная. Здесь 4-зарядный подствольный магазин без возможности его увеличения, длинный 760 ствол со сверловочкой, сверловка здесь для компенсирования подброса ствола. Ствол очень длинный. Вот. Ну и давайте, раз уж мы стволов коснулись, развенчаем пару мифов, ребят. Значит, вот эта штука, которая на дульной части ствола расположена, это называется дульное сужение, да, наше. Значит, именно вот эта штуковина и формирует наш дробовую особь. Ничто другое, не там контейнер, не бесконтейнер, там дробь, а именно дульное сужение. В каждом ружье она есть, в этом ружье она исполнена в скрытом исполнении, она присутствует. Вот. Я применяю, кому интересно, дульное сужение 0,75. Вот. Оно позволяет мне достаточно уверенно на любой дистанции стрелять и гуся, и любую другую птицу. То есть это у меня птичное ружье. Я охочусь по птице с этого оружия. А это оружие универсальное, это копыта и спорт. Также еще можно сказать, что Benelli Super Sport — это ружье в том числе и для спортинга. Это охотничье ружье, но применяется для спортинга. Вообще, это еще раз говорю, что все образцы, которые с нами представлены, кроме M2 Speed, это охотничье ружье в первую очередь. Так, ну что, очень в этот раз у нас получилось очень информативное и очень интересное видео. Людей с огромным опытом. Мы, кстати говоря, не помню, говорили нет, мы в НСК ранчо в Новокуйбышевске. Приезжайте, ссылочки все в описании. Значит, сейчас завершаем. Хочу сказать, будет скоро еще вторая часть. Там я буду стрелять с этих 3 ружей. И еще у нас будут 2 приглашенных гостя. Среди них очень даже симпатичная девушка. Попробует пострелять, поделиться впечатлениями.
Вы на канале Мир это просто. Меня по-прежнему зовут Алексей Борода. Пока-пока.